Погодка сегодня отличная, да? Солнышко такое. А мы едем в Коринф. Не пачкать сзади, хорошо? Да. Платная дорога, и здесь мы уже въезжаем на Пелопоннес. Вообще для украинцев бесплатно автобаны эти. Но вот я слышала, что именно Пелопоннес нужно платить. Сейчас посмотрим. Ну что, 2 евро въезд. На Пелопоннес на шариках украинцы не проедут. В прошлом видео я показывала вам один наш день на шикарных пляжах Порто-Рафти под Афинами. Кто не смотрел этот выпуск, обязательно посмотрите. У нас еще одна попытка найти какое-то место безветренное, но просто невозможно. Очень холодно, место красивое. Кума сдавала назад, закинула меня в кусты. И именно здесь, в нашей бухте, на Каки-Таласа, более-менее безветренное место. Мы вернулись сюда. Сейчас уже вечер скоро, и здесь хорошо. Это первое место за день, где вот более-менее нормально и не холодно. А сейчас мы уже едем по Пелопоннесу и скоро будем в Коринфе. Мы проехали из Афин 100 километров, чтобы увидеть Коринф. Судоходный канал, который соединяет два моря, Эгейское и Средиземное. Высота стен там огромная, наверное, метров 35, и по нему проходят суда. А еще я знаю, что вот чтобы яхтой пройти через этот канал, нужно заплатить 350 евро. И это место находится вот там, мост, видите, желто-синий, украинский. Вот. И оттуда смотровая площадка. Здесь так вот банально, посредственно. А сейчас я вам покажу красоту. Идем. Боже, какая красота! Идем скорее. Представляете, как на вот этой вот таком узком месте проходит огромное-огромное судно. Длина Коринфского канала 6 километров 400 метров, а наибольшая глубина 8 метров. Ширина же канала на уровне моря всего 25 метров, а под водой 21 метр на уровне дна. Мы стоим на этой стороне, и там Эгейское море. Очень высоко. Вот уточню, сколько высота. Могла напутать. Или 35, или 65 метров. Но мне кажется, что все-таки 65. Маленький кукусик заглядывает. Пойдем на другую сторону, обойдем через мост, посмотрим, что видно там. А ты иди сюда, вот тебя тоже видно. Давай, аккуратненько. Если нам повезет, то застанем, как судно идет по каналу. Не знаем расписание. Многие люди приезжают именно, смотрят в интернете, когда что-то будет проходить. Вот. Ну, а мы так, наобум. Здесь туристический центр небольшой, информация для туристов. А с этой стороны народу кошмар. Туристы, одни туристы. Кто-то будет прыгать. Стены канала естественного происхождения из известняка, а их высота достигает аж 76 метров, а не 65, как я изначально думала. Тут есть вот такой вот бенджи-джампинг, и тут можно прыгнуть с этого моста. Коринфский канал соединяет два залива. Залив Эгейского моря и залив Ионического моря. Канал прорыли через перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с центральной частью Греции, а его эксплуатация началась в 1893 году. Это самый узкий судоходный канал в мире. Над проектом работало 2500 рабочих. Тонкую черту Коринфского канала видно даже со спутника. А вот пока мы стояли и смотрели на красоту, это кто-то прыгнул с тарзанки. Смотрите, кто-то там болтается. Даже не слышала криков. Так шумно, здесь много туристов. Не услышала, как этот человек кричит от ужаса и от высоты.
Так, держишь телефон замечательно. Я думаю, улетит он у тебя вниз или нет. Означает, что я сюда вернусь, если он улетит. Кто-то с дрона снимает эту красоту, а я без Гены не умею, к сожалению. Погода налаживается. Сейчас поедем на пляж. На какой еще не решили. Вот это место, этот канал стоит посещения обязательно. И если вы отдыхаете где-то неподалеку в этой части Греции, то обязательно побывайте. У Алисы две крайности у нас. Кушать. И что еще ты любишь? И домой, да? Заходи, я уже дверь открыла. Ну как не открыла? Открыла же. А мы едем в Лутраки. Это один из самых популярных курортов Греции, где 340 дней в году светит солнце, пляжи тонут в зелени, а горы напоминают путешествие на Луну. А еще Лутраки славятся своими минеральными источниками. Не зря перевод названия курорта – лечебные ванны. Мы приехали в Лутраки, городок небольшой на берегу Ионического моря. Сейчас пройдемся по набережной, там есть красивый Лутраки бич-парк. Погуляем, ну и потом где-то уже на пляж упадем. И сегодня, наконец-то, нет ветра. Сегодня будем лежать и загорать. И купаться. В самом центре у моря, как обычно, проблема с парковками. Тяжело припарковать машину, поэтому мы встали немножко в стороне, вот здесь, и решили прогуляться по набережной пешком. Доца, оставляй планшет в машине, он нам не нужен сейчас. Алиса! Ну зачем? Ты его в песок уронишь и все, и не будет у тебя планшетика. Оставляй. Тая, как всегда, забыла сумку в машине, где-то там положила на видном месте. Это чтобы не разбили окно из-за ее сумки, в которой ничего нет. Тая, ну давай ускоряйся. Ты закрыла машину? И солнце пропадает. Заметь. Я дарила. Я знаю, мне на день рождения ребенок купил. Обожаю бродить по греческим улочкам. Как вариант, на обратном пути можем прогуляться в парке и прийти на вот этот пляжик. А вот начинается парк. Здесь можно взять велосипедик на прокат и поездить по этим аллейкам. А здесь дальше идет набережная, чем-то похожа на Батуми. Не знаю, напоминает. Такая красивая зеленая зона, очень много пальм, скамеечек, детские площадки. Выходим потихоньку на набережную. Вечером это самое оживленное место в городе. Здесь длинная набережная и таверна за таверной. В одну из них мы зайдем немножко попозже. А я мороженое хочу. А я хочу сидеть. Леденец ты съела чупа-чупс. До свидания, Алиса. Вообще, с этими сладостями у нас борьба. Вот смотрю на это место сейчас, и летом, конечно, я бы здесь не бронировала жилье однозначно, потому что здесь муравейник будет летом на пляже 100%. Одену на рукавники, идем, мы зайдем в магазин и где-нибудь тут расположимся недалеко. Нет, давай дойдем, постелим подстилочку, потом одену на рукавники. Цвет воды, конечно, нереальный, вообще без фильтров, идеально бирюзовая вода. Я уже все твои вещи забрала. Бери тапочки в руки, идем. А тут уже движняк. Летом, наверное, вообще здесь лечь негде. Доця, что там делаешь? Но ты одна купаться не будешь. Водичка сегодня довольно-таки нормальная. Я думаю, что градусов 19 есть. Сегодня все будем купаться. Я буду нырять. Да, ты тоже? Ну беги, играй. Жилет? Давай мне жилетик, я одену.
точно для меня как какой-то Батуми. Тоже галька, галечные пляжи в Лутрахе. Давайте я вам посчитаю. 1, 2, 3. Ну, зайчик, даже не иди холодно. Вот здесь рядышком на бережку. О! Солнце просто зашло. Вон там мы оставили машинку нашу. Мы с Алисой идем плавать. Холодно. А знаешь, привыкаешь. Плывешь и привыкаешь. Очень привыкла, мама, ты. Ты быстрая, да? Это все? Тая у нас вот так прячется от солнца. Смотрите, кто-то высоко-высоко на горе построил какой дворец. Мы уже собираемся уходить, так как стало очень много людей, да и очень жарко. Сейчас Алисе обещали завести ее на детскую площадку, и потом уже пойдем поедим в Саверне. Может, Да. потом еще спустимся на пляж там рядом. Уже так припекает сильно. Куча детей там сзади нас пришли, кричат, орут, какие-то школьники или лагерь какой-то. Да, Алиса хочет еще на другой пляж зайти после обеда. Там где-то вдали уже прям муравейник. Я представляю, что здесь делается летом в сезон. И я в таверну хочу, ребенок на детскую площадку. Ты не упадешь? Точно? Давай. Вот идем, кафешки все просто переполнены, потому что выходные и свободных мест практически нет. Уже солнце так напекло, хочется куда-то в тенек уйти. Да. Сейчас Алису на 5 минут на детскую площадку и в сторону машины будем двигать. Там хорошая таверна была, такая на обрыве, приятная. Осторожно, это такая качеля опасная для тебя, дочь. Там детские. О, у меня на солнце плохо уже. Да, перегрелась. Вот когда не надо, в пасмурную погоду, она берет кепку и ее не снимает, да? А сегодня что? Забыла. Алиса, когда голодная, начинает ныть, да? Сейчас будем кушать мы. А потом кто-то у нас уснет в машине в дороге. Да. Никто не уснет? Людей очень много и готовят медленно. Греки никуда не спешат. У меня синяя панамка. Да, синяя панамка у Алисы. И тебя. Стаканы у тебя есть? Алиса, ты сейчас разобьешь. Поставь, дочь. К чему приучаем ребенка, да? Все, давай, пей водичку, пей. А вот размер порции неожиданный. Просто огромная мусака какая-то гигантская. Как это съесть? Тайна карбонара — это как блюдо на 4. А это жареный осьминожек на гриле, точнее, одна его лапка. Алиса заказала мусаку, блюдо очень большого размера. Вот эту мусаку можно делить на 3 смело. Сейчас мама тебе подует, и ты попробуешь, хорошо? Да. Алиса, это не тебе вся картошечка, это на всех.
А мы тут вкусно кушаем и еще не знаем, что на этом наш хороший день сегодня закончился. И сейчас будет такой сюрприз. Да, очень важно. Пробили мы колесо. Оно хлюпает вот так бум-бум-бум. Сейчас будем искать какую-то вулканизацию, чтобы накачать. Навигатор ее не выставляет. И сейчас где-то будем выезжать на трассу, наверное, на заправку заедем. Блин, я нервничаю в таких ситуациях, потому что у меня еще дальняя дорога предстоит домой в Украину. Вот такая вот беда у нас случилась. Свету посадила за руль. Сами решаем сейчас вопросы, чтобы нам колесо помогли подкачать. Стой! Алиса, стоять! Стоять, доца! Я вот боюсь, что нам сейчас колесо подкачают, а если там дырка, что мы будем делать? У меня ни запаски, ни домкрата, ничего нет. Сейчас парень посмотрел, а там дыра вот такая. То есть то, что он накачивает, это толку нет. Я не знаю, что мы сейчас будем делать, Доца, да? Что мы без папы будем делать, без твоего, как ты говоришь? Капец, нам ехать в Афины больше 100 километров. Ну и с таким колесом мы далеко, естественно, не уедем. Тут даже не дыра, вот оно все шипит, пузырится. Там дырина, прорез. Вот как девочкам ездить самим называется. Это страшная штука вообще для меня. Вывалили все барахло из багажника, запаски нет. Есть вот такая фигня, как костыль, чтобы на ней доехать до шиномонтажа хотя бы. Это ужасно. Ну, как выяснилось, колесо я не пробила, а мне его прорезали. Недоброжелатели из одного государства. Не буду говорить вслух. Потом мы нашли вулканизацию. И вот уже 40 минут нам тут пытаются что-то сделать. Колесо очень сильно я погнула, когда ехала уже на пробитом. Комары. Солнце уже садится. Комары появились, короче. Хочу хотя бы до темноты отсюда уехать уже в сторону Афин, выдвинуть, потому что я чувствую, что мы приедем уже затемно. Маленький блогер. У меня есть еще один. Да, который тут нам ведет влог на СТО, как колесо мы пробили, да? Да. Батарея в моем телефоне садится, поэтому, наверное, как мы доехали, я расскажу уже как-нибудь завтра. Надеюсь, что все будет хорошо. Короче, этот парень на вулканизации залепил нашу дырину, этот прорез какой-то черной непонятной штукой жвачного типа. Не знаю, насколько это надежно, потому что у нас так не делают на тяп-ляп. Тай, идем потихоньку посмотрим, сделал он что-то или нет, и будем уже ехать. Давайте, идем к машине. Сей работник уверял, что все отлично, вы в Украину доедете на этом колесе, но ровно через 20 километров на скорости 90 у меня колесо это бахнуло и полностью лопнуло. И это было страшно, потому что чуть не унесло в машины, в правый ряд. Это уже 4-й раз оно спустило, вот так вот хреново они делают. По факту только деньги берут, проезжаешь 20 километров и оно спускает. Попросили снова поставить этот костыль, чтобы как-то доковылять уже до дома, а утром поедем искать резину. Вот здесь вот бэушная резина, сейчас мы смотрим что-то. В среднем по 10 евро колесо. Не знаю, что мы тут найдем, но ищем. А что было дальше, расскажу уже в следующем видео.